В этом уроке поговорим о форматировании кода и как форматировать его автоматически. Для этого нам понадобится инструмент под названием Prettier. Приступим. Для начала нам нужно его установить. npm и значит install. Потом добавляем флаг d большое, это значит, что установить в dev dependencies. Dev dependencies — это те зависимости, которые не будут использоваться в нашем продакшене, а dependencies — это те, которые в продакшн попадут. Форматируем мы только локально при разработке, поэтому мы и ставим это в dev dependencies. Prettier. Устанавливаем. Установили. Вот он добавился. Отлично. Теперь Prettier нужно задать некоторый конфиг. Для этого создадим файлик prettier rc.yml. Он бы мог быть и в формате JSON, но я рекомендую всегда, когда возможно, использовать либо YML, либо TS, либо JS формат, потому что в JSON вы не можете поставить комментарии, а в прочих форматах можете, и это удобно. Хорошо, теперь используем конфиг. Я этот конфиг таскаю из каждого проекта в каждый проект. Вы можете его кастомизировать под себя, но самое главное в Prettier — это иметь хоть какой-то конфиг, чтобы он был, и ваш код всегда был отформатирован одинаково, вне зависимости от того, вы его написали или член вашей команды. Вы всегда знаете то, что стиль форматирования будет всегда одинаковым. Давайте разберем этот конфиг. Здесь мы утверждаем, что все строки наши должны быть не длиннее 120 символов. Если они длиннее, их нужно как-то переносить. Трейлинг кома — это правило, определяющее, когда нужны запятые в конце массива или объекта, или аргументов функции, а когда нет. Вот. Я использую значение ES5, это значит, что ставить везде, где можно, в рамках того, что позволяет эта спецификация JavaScript. Вот. Можете поставить all, если вам так больше нравится. И тогда будет трейлинг кома вообще везде. Но это не важно. Главное, хоть что-то здесь поставить. Потом, tab width — это величина таба. Она 2 пробела. Вот. Потом семи — это точки с запятой. Мы хотим, чтобы их не было. И single quote мы хотим, чтобы кавычки были не двойные, а одинарные. Сохраняем конфиг. Теперь давайте добавим в пакет JSON скрипт, который будет ходить по всем нашим файлам и форматировать их. Дописываем. Назовем его Prettify. Это мы можем задать любое название. Мне нравится Prettify. И теперь мы должны определить саму команду. Сама команда будет следующая. Prettier. Даже если он не установлен глобально, PNPM понимает то, что нужно использовать Prettier из наших установленных пакетов. Потом я также добавляю флаг log level warn, чтобы он нам побольше информации выводил. Также я прошу его кэшировать результаты своего труда для того, чтобы он работал быстрее. А также нам теперь надо определить, какие файлы он должен форматировать. Я сейчас скопирую свою привычную настройку и расскажу вам про нее. В общем, что здесь? Здесь мы задаем паттерн, который определяет, какие файлы надо форматировать. Я его прошу редактировать все в папке src, в любой вложенной папке, любой файл, а также все файлы, которые находятся в корне папки WebApp. Дело в том, что Prettier может форматировать не только TypeScript и JavaScript файлы, он может форматировать и JSON, и YML, и CSS, и много чего еще. Хорошо, вот я его просил это все форматировать, указав также расширение. И дополнительно я его прошу не форматировать. То есть восклицательный знак — это отрицание. Где угодно, что угодно, лишь бы не в node-modules и не в dist. И там ничего не брать. Все, то есть это исключение мы таким образом задали. Все, теперь у нас есть эта команда. Сохраняем пакет JSON. Как вызвать этот скрипт? Пишем npm Prettify. Вызываем. Отлично. И смотрим, что у нас поменялось в файлах. Так, у нас какие-то изменения в app.tsx. Как мы видим, двойные кавычки превратились в одинарные. И также были убраны точки с запятой. В main.tsx убраны точки с запятой и поставлены одинарные кавычки.
то, что нам и требовалось. Этот скрипт вам обычно вызывать не надо. Ваш редактор кода с установленным расширением Pretter, вот это расширение, ссылочка на него есть в описании к уроку, будет форматировать файлы автоматически при их сохранении. В то же время вам может потребоваться до сохранения форматировать ваш файл. И для этого есть специальные команды в VS Code при установленном расширении. Вот. Давайте посмотрим, как эту команду вызвать. Что ж, вам нужно вызвать Command Palette. Посмотрите, какие горячие клавиши у вас для ее вызова. У меня двойное нажатие Shift, но это нестандартно. Я однажды переехал с WebStorm на VS Code и перенес свои горячие клавиши. Вот у вас здесь будет какая-то другая горячая клавиша. Хорошо. Вызываем эту команду, и здесь можно вызвать любую команду VS Code. Нас конкретно интересует команда Format документ. И здесь вы можете подглядеть, какая горячая клавиша у этой команды. Что ж, вот я ее вызываю, у меня документ форматируется. Например, я уберу запятую, поставлю здесь кавычки, сохраню, и вызову эту команду через горячие клавиши. Я вызвал, все, файл нормализовался. Я крайне рекомендую все горячие клавиши учить и ими пользоваться. Это упрощает разработку, делает ее более приятной и быстрой. Что ж, скрипт мы добавили, как в VS Code форматировать разобрались. Также я отмечу, что в дальнейшем мы сделаем так, чтобы наши файлы автоматически форматировались при создании коммита, что очень удобно, так что у вас всегда будет в репозитории исключительно чистый код. А также позже мы еще разберем с вами ESLint, который также помогает нам в форматировании, но уже более глубоко и с несколько другими вещами. Но об этом потом. Всем спасибо. Поехали дальше.